Всем привет, дорогие друзья! Сейчас на рынке керамической плитки так много вариантов, что голова просто идет кругом. Сегодня я расскажу, какие бывают форматы плитки, какая она бывает по типу, на что стоит обратить внимание, на все самые важные детали. Погнали! По поводу типов плитки. Сейчас существует, по сути, два типа плитки. Это плитка из белой глины и керамогранит. Внешне вы никогда не сможете отличить их. Вот это, например, плитка из белой глины, а сейчас вы видите керамогранит. И внешне, разницы никакой. Существует, по сути, две важные характеристики, которые их различают. Это влагопоглощение и стираемость. И в этом плане белая глина, конечно же, проигрывает, потому что она, если, например, ее положить на улицу, то спустя несколько циклов замерзания, оттаивания, она просто разрушится. С керамогранитом такого не будет, потому что белая глина очень хорошо набирает влагу. Кроме того, если положить, например, в метро или в торговый центр, где очень большая проходимость, то очень скоро поверхность сотрется. Она сотрется даже вплоть до самого бисквита, до самой глины. То есть у нас здесь будет такая проплешина. С керамогранитом такого не произойдет. Но за все хорошие характеристики приходится платить, поэтому керамогранит стоит, конечно, дороже. Белую глину обычно используют для стен, там, где на нее происходит минимальное воздействие, а керамогранит находится на полу, в местах, где большая проходимость, где много влаги, в бассейне в том же он хорошо подойдет. И, конечно же, подойдет на стены. Поэтому, если у вас позволяет бюджет, то используйте керамогранит везде. Если нужно сэкономить, то на стенах очень хорошо пойдет керамическая плитка из белой глины хорошего качества. И даже итальянская, испанская, европейская плитка не застрахована от того, что ее материал будет крошиться и легко ломаться. Поэтому, если у вас какой-то серьезный объект, если очень большой бюджет, то хороший прораб на самом деле попросит вас купить одну плитку, взять какой-то один образец, привезет его на производство и сделает пробный распил, чтобы понять, насколько хорошо она пилится, как она крошится, есть ли сколы. И это вам потом сэкономит время и деньги, потому что если плитка легко ломается, то вам нужно брать большой на нее запас. Если плитка хорошо режется и с ней никаких проблем, то, скорее всего, запас будет минимальный. Керамическая плитка бывает разных форматов. Начинается она с самых маленьких таких кирпичиков и квадратиков. И этот формат сейчас ультра актуален, ультра моден. Очень классно выклеить, например, всю стену такой вертикальной плиткой. И это будет смотреться модно и актуально. Дальше идут форматы побольше. Это например, плитка 30×90, 60×60. Такие форматы очень хорошо подходят для ванных среднего размера, средней площади 6-10 метров квадратных. Но, конечно же, сейчас у нас тренд на крупный формат, и неплохо выклеить одну стену крупным форматом, а все остальное разогнать такой плиткой. Раньше, если вы помните, весь пол всегда и везде стелился плиткой 45×45, потом это стало неактуально, формат вырос и стал 60×60, но это сейчас опять же не актуально, и появляются такие большие форматы, например, это 1,20 на 1,20 м. И смотреться это будет очень красиво, но вам нужно будет постараться и найти умельца с прямыми руками, чтобы мог вам его уложить. И очень часто я сталкиваюсь с проблемой, что таких людей просто нет. Ну и, конечно же, крупный формат. На нем прекрасно смотрится рисунок, он совершенно по-другому смотрится, но, конечно же, вы столкнетесь с рядом проблем. Первое – это логистика. Такую огромную штуку нужно еще привезти и притащить вам на объект, ее нужно как-то поднять на ваш этаж. И очень часто это гигантская проблема, потому что он не влезает в большинство лифтов, его нужно тащить по черновой лестнице, его часто тащат между перил, потом его нужно затащить к вам в квартиру мимо всех дверей. Кроме того, его нужно распилить, и этим мало кто вообще занимается, и еще и уложить. Для этого нужны специальные присоски, для этого нужно умение, нужны навыки. И в Питере, на самом деле, этим занимается буквально несколько бригад, и они все друг друга знают. Они ультрадорогие, то есть кроме большой цены на сам керамогранит, еще добавляется большая цена на его транспортировку и укладку. И здесь в санузле есть как раз очень хороший пример того, как крупный формат сочетается с мелким. То есть весь фон у нас оклеен крупным форматом под картеновскую сталь. И есть очень яркое пятно, которое еще подсвечено из-за зеркала мелкоформатной плиткой изумрудного цвета. Вместе смотрится интересно, то есть яркий фон, есть красивый акцент, современная крутая ванна. Просто можете брать себе это решение и использовать на своих объектах.
И обязательно посмотрите на нашем канале видео о том, какая плитка сейчас в моде. Вот по ссылочке здесь. Мелкая плитка хорошо подойдет для небольших помещений, либо каких-то панно, или, например, как фартук на кухню. Большая плитка и средняя подойдет для ванных побольше. И, конечно же, если вам позволяет бюджет, то используйте крупный формат. Это всегда очень красиво и выигрышно смотрится. Конечно же, самый важный момент – это бюджет, но почему-то про него все забывают. Знаете, когда уже вот проект закончен, уже все картинки согласованы, и мы только вот посчитали плитку, тут начинаются уже всякие вопросики. Хорошая российская плитка начинается где-то от 1500 рублей, то есть ниже я бы, наверное, не стал рассматривать, скорее всего, это будет что-то очень странное, такое из масс-маркета, не самое красивое, и я обычно стараюсь такую плитку проходить мимо. Что касается Европы, то плитка базового формата, это где-то 60 на 60, начинается в районе 2500 рублей. В принципе, это хорошая, качественная европейская плитка. Но чем больше формат, а сейчас, вы знаете, есть мода на большой формат, и чем формат больше, тем это круче. Так вот, чем больше формат, тем дороже технологии производства, само производство, и поэтому цена растет. Но, в принципе, вот, например, вот эта плиточка, она уже довольно большого формата, это 80 на 80, и здесь она совершенно доступной стоимости, это там, порядка 3000 рублей. То есть, в принципе, плитку большого формата можно найти вот в таких доступных ценах от 3000 рублей. А, например, плитка большого формата, тут у нас почти 3 метра, то есть это 260 на 120, она уже получается ценой порядка 6000 за метр. Но посмотрите, как это красиво в большом формате. Кроме фоновой плитки есть еще декоративная, и цена на нее формируется по-другому. Она формируется ценой за одну штуку. Потому что эта плитка, по сути, произведение искусства, ручная работа, она делается уже совершенно по-другому. И, например, вот плитка под металл, она стоит в районе 9000 за одну штуку. И очень просто можно умножить, то есть здесь у нас где-то 0,3 квадратного метра, умножаем на 3. И получаем цену за метр уже 9000 умножить на 3. Вы понимаете, сколько может набежать, если вы застелите вот такой плиточкой всю стену. При выборе плитки не забывайте, что мы живем в эпоху маркетинга. И, например, вот такая плитка стоит 6000 за метр. Это испанская плитка европейского производства. А, например, вот такая плитка стоит в районе 3000 за метр. То есть она выглядит практически точно так же, формат чуть больше, а цена в 2 раза ниже. Не забывайте, что европейская плитка не может стоить ниже определенной суммы, там 3000 рублей, но при этом маркетинг дает очень большую добавочную стоимость. И надо производить такое небольшое исследование, сравнивать, смотреть, потому что результаты могут быть совершенно неожиданными. Еще раз говорю, плитки совершенно одинаковые, а цена в 2 раза больше. Это прямо критично. Сейчас идет тренд на то, чтобы декор продавался за метр квадратный. Мы сейчас находимся в пространстве 18-й линии. Здесь очень много разной плитки, модной плитки, современной. И чтобы найти пример декора, который продается за одну штуку, где цена за одну штуку, мы вот реально обошли весь салон и нашли только один пример. Весь остальной декор продается за метр квадратный. Но цена все равно довольно кусачая, и вот как в примере с ценой за одну штуку, то за метр получается примерно такой же порядок. Поэтому, если вы хотите красивую, яркую, декоративную стену, готовьтесь к большим вложениям. Но я всем рекомендую, чтобы не растрачивать впустую бюджет, сделать, например, пространство ванной полностью из фоновой красивой плитки, которая не ударит по вашему кошельку, но создаст общий объем, общий стиль. А какую-то одну стену выклеить ярким декором, который повысит общее ощущение от вашей ванны. Это довольно так просто звучит, но это очень классно смотрится, и для вас это будет самым лучшим решением. Как рассчитать бюджет на плитку? Это делается очень просто. Вам нужно просто посчитать площадь плитки в вашей ванной. То есть вы берете периметр, умножаете на высоту, добавляете площадь пола, потом все это вы умножаете на 0,10, то есть добавляете 10% на подрезку. После этого просто умножьте это на стоимость базовой плитки, там, на 3000 рублей. Если от цифры у вас не стало колоть в боку, вам не стало как-то страшно и больно, значит, бюджет вам подходит, и с ним можно работать. Это элементарно, это сэкономит вам кучу времени в будущем. Давайте теперь пройдемся по важным моментам, на которые стоит обратить внимание. И самый первый из них, конечно же, это глянцевая плитка на полу. Меня постоянно про это спрашивают, мы буквально вчера вот с заказчиками это обсуждали. Знаете, что
Плитка бывает с разным коэффициентом скольжения. И одну глянцевую плитку все-таки можно положить на пол, а какую-то плитку ни в коем случае класть не надо. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с менеджером магазина и узнайте, какой у нее коэффициент скольжения. Это важный момент, но получается, что плитку все-таки можно положить, и не надо мне говорить, что это сделать нельзя. Обязательно используйте глянцевую плитку. Посмотрите, как вот эти глянцевые вставочки расширяют пространство. Это супер важно, когда есть дневной свет, когда у вас маленькое помещение, когда вам нужно его расширить. Глянец будет вам очень хорошим помощником. На матовой плитке меньше видно грязь, но она, естественно, тяжелее оттирается. Глянец – это та поверхность, на которой сразу же видно любую капельку, но она совершенно легко будет убираться. Но единственный момент, что если, например, у вас загородный дом и у вас тут вылетел какой-то камешек, вы на него наступили, то есть вероятность, что будут небольшие царапки. Но в принципе их видно будет только под каким-то небольшим углом при ярком дневном свете, то есть в принципе это вам особо жизни не испортит. Обязательно берите плитку с запасом, потому что в самый ненужный момент плитка очень легко может разбиться, и весь ваш объект, вся ваша стройка остановится. Считайте плитку не по метрам квадратным, а поштучно. То есть сделайте раскладку и посчитайте каждую плиточку отдельно и сделайте запас. Потому что плитки всегда не хватает. Это вот частая проблема, что вот все уже надо делать, все надо выкладывать, и тут ее не хватило. Потом мы обращаемся в салон, начинаем ее ждать, ее нет на производстве, ее нет на складе, ее нужно ждать там из Европы. Поэтому берите запас сразу и заказывайте всю плитку сразу с запасом. Тогда вы избавитесь от проблем и задержек. От партии к партии тон плитки может немного отличаться. Поэтому, если вы закажете плитку, например, через полгода, то вам на объект может прийти немножко другой тон. У нас недавно был такой случай на одном из объектов. При распиле плитка лопнула, и потом стройка затянулась, и дополнительные 2 плитки заказали, там, мне кажется, через 3-4 месяца. И когда плитка пришла, глазом это было увидеть невозможно, но когда ее наклеили на стену, то сразу же стало видно разнотон. Поэтому желательно, конечно, плитку заказывать всю сразу, чтобы потом партии не смешались. Кроме того, если вы покупаете плитку из остатков, то большая вероятность, что салон вам соберет плитку из разных магазинов, из каких-то разных остаточков, или если ее сняли с производства, например, и у вас придет разноцветная плитка, и вы с этим уже ничего не сможете сделать. Такие факапы бывают, и это, очень жесткая ситуация, потому что, казалось бы, плитка одна и та же, но цвет совершенно разный, и приходится либо смириться с этим, либо ее просто тупо выкидывать. Плитка выходит из печи неровной, но существует технология ректификации, и край обрезается. За счет этого получается идеальная стыковка плитки и очень тонкий шов. Сейчас это, по сути, везде, кроме моментов, где это используется как декоративный прием. Например, вот здесь плитка не обрезанная, и это создает определенный эффект. Есть очень простое правило: чем меньше плитка, тем больше на ней швов. Поэтому на крупном формате есть один тонкий шов, а на мозаике, либо вот на таком мелком формате у нас очень-очень-очень много швов. Поэтому я так часто использую в душе, потому что трение максимальное. Огромное спасибо пространству 18 линия за предоставленные живые примеры. Ссылку я оставлю под видео. Расскажите, с какими проблемами вы столкнулись при выборе керамической плитки. Если видео было полезно, то обязательно поставьте под видео лайк. И оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, потому что здесь есть еще очень много всего интересного. До скорых встреч, пока-пока!